Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу представить вам две модели вязаных. Это красивый жилет с рельефными узорами и очень красивый джемпер с рукавами реглан крупной вязки. И сейчас я показываю вам жилет. Как видите, у него очень оригинально расположены рельефные узоры. Он сочетает в себе простоту и элегантность. Используется еще платочная вязка, довольно-таки оригинально смотрится. Простейшая выкройка в виде прямоугольников, укороченная длина. Все это очень современно и модно сейчас. Вырез горловины лодочкой подчеркивает изящество шеи всего образа. Я считаю, что такой жилет будет актуален в любое время года. Его можно сочетать с самыми разными предметами гардероба. Он отлично дополнит классические брюки, джинсы, также юбку или платье. Благодаря спокойному бежевому цвету подойдет к большинству вещей вашего гардероба и станет отличной основой для создания стильного современного образа на каждый день. Давайте более детально. Я нарисовала схему узора. Выкруг я рисовать не стала. Это просто простейший прямоугольник. Вам надо определиться с шириной и длиной этого прямоугольника. Собственно, подойдет для малоопытных мастериц такой жилет, быстро свяжется и будет вас радовать, девочки. Его можно вязать как из пряжи с шерстью, так и из пряжи с хлопка. Это ваше решение. Укрупняю вам, девочки, сейчас данную модель. Смотрите, у нас идут узоры 3 раппорта подряд справа, слева, а между ними платочная вязка используется. Так же, как и по полотну крайне левая, крайне правая, тоже платочная вязка. То есть рельеф у нас вот так вот выделяется на фоне платочной вязки. Как я уже сказала, просто прямоугольники, вырез лодочкой. В общем, все очень просто. И идет еще дополнительно обвязка выреза проймы. Вот по проймам, видите, обвязка, да? Небольшая резиночка 2 на 2 используется, не длинная такая, сантиметров, наверное, 3-4 всего. Одинаковой длины по низу и по рукаву, то есть по пройме. Быстро свяжется по спинке, то же самое используется, то есть спинка, перед совершенно одинаково используется. Красивая, модная, современная вещь, которая мне, в принципе, нравится. Я считаю, что она прекрасно впишется в гардероб любой женщины, девушки. То есть такой цвет красивый, бежевый. И я нарисовала вот эту схему. Это 1 раппорт, а у нас 3 раппорта подряд. Хотя, смотрите, в зависимости от того, какой толщины вы выберете пряжу, возможно, можно будет ограничиться всего 2 раппортами подряд. То есть тонкая пряжа, значит, 3 умещаются раппорта. Если толстая или средняя, то можно и 2 ограничиться раппортами. У нас 8 рядов высота раппорта и 14 петель ширина раппорта. Очень красиво и просто. Пустая клеточка – это обозначение лицевой петли, горизонтальная черточка – это обозначение изнаночной петли. Ну и вот эти знаки – это знак перекрещивания 6 петель налево, и это 6 петель перекрещиваются направо. Вот и все. В принципе, очень простая модель. Давайте на вторую посмотрим теперь. Перед вами джемпер нежных оттенков. Можно его вязать разных цветов, как вы видите. Крупная вязка, рукава реглан и акцентные ажурные дорожки горизонтальные. Вяжется он снизу вверх и, в общем-то, выглядит как воплощение женственности и элегантности.
Актуальность этой модели заключается в ее универсальности и практичности. Сами вы понимаете, что такой красивый джемпер будет прекрасно сочетаться с различными предметами гардероба и станет отличным дополнением как повседневного, так и делового образа. Значит, какие бы я подчеркнула плюсы этой модели? Это прежде всего оригинальный дизайн, комфорт при ношении, а также возможность комбинировать с другими элементами одежды. Но для того, чтобы связать этот джемпер красивый, нужно правильно выбрать пряжу, правильно выбрать спицы, вязать аккуратно, конечно, и, конечно же, правильно рассчитать свой размер, чтобы сидело оптимально комфортное изделие. Конечно же, надо приложить немало терпения и усидчивости при вязании такой красивого джемпера. Я считаю, что свяжется он быстро, поскольку вяжется крупной вязкой. Конечно, надо тоже особо учесть пряжу, в том плане, что цвет должен подходить. Тогда, конечно, получится у вас прекрасная модель. Давайте сейчас посмотрим ее более детально. Вяжется у нас ажурный узор только частично. Украшает он у нас верхнюю часть, рукава. Дальше посмотрим. А так в основном лицевая гладь, да, то есть горизонтальные такие полосы ажурные, которые выделяются еще к тому же, подчеркиваются, видите, вот такими горизонтальными изнаночной гладью, да, то есть два ряда изнаночной глади подчеркивается снизу и вверху этого узора. Я буду сегодня вам показывать, как связать этот узор. Мы с вами каждый ряд провяжем, поэтому не пугайтесь, все у вас получится. Вот, смотрите, укрупняю вам этот узор. Здесь хорошо видно, как он выглядит. Это машинная вязка. Мы будем вязать спицами. Так, цвет, конечно, выбирайте себе по желанию, девочки. Еще раз показываю. Смотрите, как отделаны рукавчики у нас. Смотрите, у нас используется платочная вязка. Если при вязании узора мы используем 2 ряда изнаночной глади, видите, он обрамляет как бы наши ажурные горизонтальные дорожки снизу сверху, да, то здесь используется в начале фабричный набор петель по низу, такая узкая часть, то есть буквально 2 сантиметра. По рукавам тоже, видите, буквально 3 сантиметра. Потом идет 3 зубчика, получается, платочной вязки, то есть это 6 рядов, да, и потом идет лицевая гладь. Обратите на это внимание. Все детали вяжутся снизу вверх и затем сшиваются. Вот здесь шов идет по рукаву, видите, да? Шикарно придумано. Я бы вам всем посоветовала, конечно, такую шикарность повторить. Опять вот укрупняю. Ну, очень эффектно получилась модель. Реально дизайнер молодец. И нам остается только повторить. Вот я вам укрупняю. Смотрите, рукав, как здорово смотрится, да? Здесь вот видно тоже такой фабричный набор петель осуществлялся при вязании. Здорово смотрится. Очень здорово. Я буду показывать вам сегодня пряжу, которую я рекомендую. Вот. И, в общем, давайте сейчас, наверное, сразу и посмотрим эту пряжу. Не будем долго заморачиваться. Я вам сейчас покажу еще к тому же выкройку, девочки. Вот такую выкройку я вам рекомендую использовать. Здесь уже размеры проставлены. В принципе, она практически подходит под наше с вами изделия. Рукава 3/4 можно использовать. В общем-то, я думаю, тут длинные рукава, то есть по желанию. По желанию. Я вам сейчас покажу пряжу, которую я выбрала. Это пряжа с шерстью, тоже хорошего качества. Я уже из нее связала жилет когда-то. И сейчас я уже точно знаю, как она себя ведет. Для вязания
этого джемпера я выбрала пряжу Gazal XXL Baby Wool с 50 грамм на 100 метров. Спицы вот 4,5-5 рекомендуется. Я тоже вязала спицами 4,5. Вот такой у меня получается ажурный узор. То есть это тот самый узор, который вот у нас идет как ажурная полоса. Такая горизонтальная, очень красивый, интересный узорчик получается. Ниточка довольно-таки толстенькая, да, то есть это будет джемпер крупной вязки получаться, пушистая, максимально приятная к телу, я хочу сказать, очень-очень мягкая, и у нее состав шикарнейший, 40% шерсти мериноса, 20 кашемир и 40 акрил. В общем-то, она немножко с небольшим блеском, очень-очень хорошего качества пряжи, мне нравится. Давайте сейчас с вами свяжем этот образец. Для вязания данного узора я набрала 18 петель. Раппорт у нас 3 петли всего в ширину. И мы вяжем с вами первый ряд. У нас изнаночная гладь, то есть все петли мы вяжем изнаночными. Вяжем до конца ряда все петли изнаночные. Связали. Второй ряд вяжем все петли лицевые. То есть у нас 2 ряда изнаночной глади. Вяжем все петли лицевые. Следующий ряд. Вяжем 3-й ряд. Все петли тоже лицевые. Четвертый ряд изнаночный, все петли изнаночные. Вяжем 5-й ряд. Итак, у нас раппорт начинается, первая петля лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали, повторяем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так повторяем до конца ряда. Вяжем 6-й ряд, мы вяжем, как смотрят петли, то есть накиды провязываем тоже изнаночными. Вяжем с вами 7-й ряд следующим образом. Кромочную сняли, раппорт у нас, смотрите, какой сейчас будет, лицевая, лицевая, и далее мы с вами из протяжки вытягиваем еще одну петлю лицевую из протяжки и 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. То есть у нас идет смещение раппорта. Продолжаем. Также вяжем лицевая, петля из протяжки, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова лицевая, вытягиваем петлю из протяжки, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова лицевая, петля из протяжки, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так продолжаем до конца ряда. 8-й ряд мы вяжем, все петли у нас идут изнаночные, так же как в 6-м ряду было. Самостоятельно вяжем до конца. 9-й ряд мы повторяем как 5-й. То есть начинаем раппорт опять из 3 петель. Кромочную сняли и вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Опять лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево.
10 ряд я уже провязала все петли изнаночные. И переворачиваем. У нас с вами 11 ряд. Мы его вяжем как 7. Таким образом. Смещение на одну сторону, на одну петлю влево. То есть мы вяжем одну лицевую. Затем приступаем к вязанию раппорта. Лицевая петля из протяжки. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова лицевая петля из протяжки. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая петля из протяжки. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так до конца. 12 ряд мы вяжем все петли у нас изнаночные. Точно так же, да, мы вязали уже с вами 8 ряд. То есть все петли изнаночные вяжем. 12 ряд. 13 ряд, все петли изнаночные вяжем. То есть сейчас у нас опять будет 2 ряда изнаночной глади. То есть 13 ряд у нас вот сейчас идет изнаночные все петельки самостоятельно до конца. Поворачиваем 14 ряд, мы вяжем все петли лицевые. И вот такая у нас получается с вами ажурная полоса, которую можно с успехом применить в любом изделии, не только в таком джемпере, но очень, согласитесь, эффектно смотрится.